Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить картофельный тарт с пряной творожной начинкой. Тесто будет потрясающе хрустящее, тарт невероятно вкусный и красивый, поэтому пойдемте скорее на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Начнем приготовление с пат-брезе. Это классический французский вариант песочного теста. Для этого возьмите 200 грамм пшеничной муки, добавьте 1 чайную ложку соли, размешайте и далее добавляем 100 грамм холодного сливочного масла. Масло должно быть очень хорошего качества, обязательно 82,5% жирности. Наша задача нарубить масло маленькими кусочками и перемешать его хорошо с мукой. Я использую вот такой строительный шпатель, я его уже очень давно купила в строительном магазине и использую на кухне, очень удобно. Далее понемногу добавляем холодной воды и перемешиваем все ингредиенты. Наша задача, чтобы тесто собралось в шар. Тесто все еще слишком рассыпчатое, поэтому я добавлю еще небольшое количество воды. Затем вновь перемешиваем все ингредиенты. И посмотрите, постепенно тесто начинает склеиваться. Как вы видите, полностью все процессы я делаю шпателем. Можно это делать с помощью ножа. Таким образом, тесто не перегревается и сохранит прекрасную хрустящую структуру при выпечке. Когда тесто уже начало собираться в шар, вот таким образом постучите и спрессуйте его. Затем приготовьте чистый пищевой пакет, в который мы переложим тесто. Соедините разрывы, если они есть, чтобы тесто было однородное. Постарайтесь придать округлую форму. Далее быстро похлопывающими движениями немного приплюсните кусочек теста. Это можно делать скалкой, не только руками. Затем убираем тесто в холодильник минимум на час. Можно положить в морозилку на 30 минут. 1 час прошел, подготовьте форму для выпечки. Моя форма 36 диаметр. Приготовьте бумагу для выпечки больше, чем наша форма, присыпьте ее активно пшеничной мукой. На ней мы будем раскатывать и выпекать тесто для удобства. Кстати, такое тесто вы можете сделать заранее. Оно может храниться в холодильнике до 3 дней. Либо храните его в морозилке и размораживайте накануне приготовления в холодильнике. Посыпаем активно с 2 сторон пшеничной мукой. Тесто должно хорошо охладиться в холодильнике, поэтому если 1 часа было недостаточно, оставьте на более длительное время. Мое тесто прекрасно охладилось, и вот таким образом я начинаю раскатывать его. Для любых вариантов киши и тарта я очень часто использую именно этот рецепт теста. Оно мне очень нравится. Я раскатываю его всегда очень тонко. Тесто получается очень хрустящее и слоистое. Вы можете раскатать так, как вам комфортно, как вам больше нравится. Раскатываем тесто чуть больше, чем наша форма. Примерно на 2-3 см для того, чтобы сформировать качественный бортик. Работайте с тестом быстро, оно должно оставаться охлажденным и не перегреваться. Посмотрите, как комфортно и удобно работать с тестом по такой технологии, когда вы используете пекарную бумагу. Тесто не прилипает к столу, также не прилипает к скалке, и в последующем будет очень удобно его переложить в форму. Аккуратно перекладываем в форму, вот таким образом разравниваем тесто. Тесто у меня немного больше, чем нам требуется.
Лишний край я обязательно обрежу ножом. Если вы будете раскатывать в более толстом варианте, возможно, вам не придется срезать края. Отформовали тесто и дальше срезаем лишний край. Я срезаю всегда с небольшим запасом, потому что мне очень нравится подворачивать край на начинку. Лишние кусочки теста сохраните, не выбрасывайте, я вам покажу попозже, что с ними можно сделать. Далее отрезаем ножницами лишнюю бумагу по периметру. Первый вариант использования лишних кусочков теста вот такой. Если у вас какая-то часть бортика слишком тонкая, ее можно укрепить вот так. Возможно, сейчас это не очень эстетично, но в финале вы увидите, что это будет абсолютно незаметно. Теперь второй вариант использования лишних кусочков теста. Вы можете их свернуть вот таким образом, положив туда, допустим, грибы и сыр, и запечь. Обязательно накалываем дно вилкой. Я делаю всегда очень много проколов для того, чтобы тесто могло дышать, если так можно сказать, и чтобы лишний сок тоже выходил. Затем готовую форму с тестом уберите в холодильник на 2 часа. Можно оставить и на сутки, так даже будет лучше. Очень часто именно так я и делаю, а на следующий день выпекаю тарт или киш. Пока тесто наше охлаждается, давайте приготовим начинку. Возьмите несколько зубчиков чеснока, у меня их 6, выбирайте по вкусу, как вы любите, и нарезайте супер мелким кубиком. Вот таким образом мы нарезали чеснок и затем добавим к нему листья свежего розмарина. Можно добавлять любые пряные травы, которые вы любите. Розмарин и тимьян идеально подходят для этого тарта. Далее нарубите мелко розмарин, чтобы он еще больше раскрыл свой аромат. Затем нам понадобится 1 яйцо. Немного взбейте его. Добавьте соль по вкусу, примерно пол чайной ложки, и перемешайте. Затем я добавляю смесь итальянских трав, мне очень нравится. Можете добавить любые сухие травы, которые вы любите. И также добавьте чеснок, розмарин и свежемолотый перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Затем добавьте 300-400 грамм мягкого творога. У меня домашний творог, он очень мягкой кремовой текстуры. Если у вас зернистый или крупнозернистый творог, можно добавить небольшое количество сметаны и все вместе взбить блендером. Далее нам нужно очистить и нарезать картофель. Я использовала 7 картофелин среднего размера. Нарезайте аккуратно одинаковыми кружочками, диаметр примерно 1,5–2 мм. Если хотите, натрите на специальной терке. Посмотрите, вот такой толщины. Нарезанный картофель обязательно храните в холодной воде. Далее таким же образом нарезаем весь картофель. Вот такое количество картофеля у нас получилось. Перед выкладыванием на тарт обязательно слейте воду. Поливаю небольшим количеством оливкового масла экстра virgin. Добавляю соль по вкусу и перемешиваю.
Все ингредиенты готовы, давайте собирать тарт. Тесто простояло в холодильнике несколько часов, теперь оно будет очень хорошо держать форму. Выкладываем на него наш пряный творог с травами. Разравнивайте творог по всей поверхности тарта. Слой должен быть примерно 1 сантиметр. Далее внахлёст выкладываем картофель. Посмотрите, какая получается красота. Посыпаем сверху крупной морской солью. Обязательно свежемолотый черный перец, он очень хорошо сочетается с картофелем. Также добавлю сушеные травы. Сверху поливаю небольшим количеством оливкового масла и немного подворачиваю край. Обязательно предварительно разогрейте вашу духовку на 180 градусов. Наш картофельный тарт готов к выпеканию. Накрываем его фольгой и выпекаем в предварительно разогретой духовке на 180 градусов Цельсия на нижнем уровне. Далее снимаем фольгу и выпекаем при той же температуре еще 40 минут до золотистого цвета картофеля. И вот наш потрясающий картофельный тарт готов. Только посмотрите, какой он невероятно красивый. Очень важный момент. После того, как тарт вы достали из духовки, обязательно переложите его охлаждаться на решетку. Только тогда тесто будет хрустящее. Я вам решила показать тарт в разрезе. Посмотрите, как хорошо он держит форму. Тесто очень хрустящее, даже немного похоже на слоеное тесто. Вкусно невероятно. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!